Всем привет, Даша в эфире, и сегодня я вам покажу, как я окрасила модель Татра экскаватора «Золотая ручка». Она у меня получилась довольно потрепанной, но мне так и нужно было ее сделать для моей будущей диорамы, где Татра будет играть главную роль. А теперь пошли смотреть, как у меня получился вот такой результат. Все необходимое для моделизма вы можете найти в интернет-магазине «Модельная лавка». Кстати, только в этом магазине продается эта Татра, а по этому промокоду у вас будет скидка в 200 рублей на первый заказ, а для последующих заказов используйте промокод Даша, и у вас будет скидка в 10%. Ну, также заглядывайте в другие акции этого магазина. Там много интересного. А начала я по традиции с грунтовки. Наношу черный грунт от Pacific при помощи аэрографа. Черный грунт нужен для двух вещей. Первое – это черновой слой краски, а второе – это превентивные тени. И по сути яркость базового цвета будет определяться лишь толщиной его слоя. Где краски меньше, там будет слегка выглядывать черный грунт и создаваться тень. А потом я немного приподниму цвет при помощи белой краски на тех местах, куда по логике попадает больше света, то есть на выпуклые и верхние поверхности модели. И это тоже черновой слой краски. Вот здесь я окрашиваю в базовый красный цвет кабину Татры краской от Pacific серии Aero. И для себя я выработала такую стратегию. Аэрографом я крашу Pacific'ом, а кистью красками от ICM. Про что такое экскаватор-планировщик я вам рассказывала в прошлом видео, где занималась сборкой этой Татры. А в этом видео я хочу вам рассказать про историю применения этих крутых чешских грузовиков на просторах СССР. А вы знаете, что Татра может двигаться вообще без переднего колеса, и перегруз ей страшен меньше, чем любому из конкурентов, и что вы можете сами выбрать любое количество осей и колесную базу машины. И ведь это все правда, и возможно она благодаря уникальной конструкции этой машины. Желтым цветом я окрашу экскаваторную надстройку Татры, и я буду использовать несколько оттенков желтого. В основе машины собственная модульная конструкция, знаменитая труба-хребет, к которой крепится двигатель и коробка передач. Эта конструкция позволяет устанавливать разрезные мосты с независимой подвеской, то есть дает огромный диапазон перемещений полуосей в вертикальной плоскости и, как следствие, высокую проходимость. Труба сделана из рессорной стали, и у нее огромная прочность и жесткость накручения, что облегчает надстройку и подрамник, а также позволяет грузить машину с запасом. Хребтовая рама надежно защищает конструкцию автомобиля снизу. Отсюда же вытекает и еще одно преимущество – любой размер колесной базы и количество мостов. Можно выбрать колесную формулу 4х4, 6х6 и так далее, вплоть до 12х12. Первые поставки чешских машин начались сразу после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Конечно, наверняка с ними наши сталкивались и раньше, в качестве трофеев. Однако официальная история Татры в нашей стране насчитывает более 70 лет. И началась она с первой партии тогдашних серийных машин Т-111. Это были настоящие Татры, уже со всей атрибутикой. Капотные, с дизелем воздушного охлаждения и хребтовой рамой. Они поставлялись до 1962 года и в основном в виде бортовых машин и самосвалов. Причем последние модернизировались и образовали особое семейство Т-141. Среди них были и очень уникальные по тем временам 100-тонные балластные тягачи. А теперь время сколов, и так как Татра у меня будет довольно уставшей, то без сколов краски ей не обойтись. Да и вообще я заметила, что очень часто строительная техника имеет множество сколов краски, и, видимо, так сурово эти машины эксплуатируются на стройках. И особенно эффектно потертая краска смотрится на желтых элементах. Кстати, сколы я рисую при помощи цвета, как несложно догадаться, сколы от фирмы Pacific, и я наношу их губкой, чтобы разместить их максимально хаотично. Следующее семейство Т-138, тоже капотное, стало первым массово поставляющимся в СССР. Новый двигатель V8, отключаемый передний мост, гидроусилитель руля, моторный тормоз, и все это приметы новой модели. Также увеличилась на 2 тонны и грузоподъемность.
Хотя Татар Т-138 в Союзе было несколько тысяч, до наших дней дожили единицы. И это одна, похоже, единственная, что так бережно восстановлена. А в 1969 году появились результаты глубокой модификации, знаменитые Т-148. Именно они впервые получили арктическое исполнение и массово использовались на наших северных стройках. Внешне машины отличались от предшественниц измененным капотом и решеткой. Оказалось, что передняя часть рамы тоже должна быть черной, так что внимательнее надо смотреть на прототип перед окраской, и эту ошибку надо исправить. И окрашу я ее кисточкой краской от Pacific в стиле Art Models. Кстати, рама у этой модельки как бы двухэтажная, нижняя часть хребтовая рама, а верхняя уже нормальная с надстройкой. А вот следующая серия наоборот у нас была почти неизвестна, хотя получила более современную бескапотную компоновку, разработанная для армейских нужд. Т-813 выпускалась и для народного хозяйства. Это четырехосная версия колосс, переделанная в лесовоз из армейского эвакуатора. В 1979 году появилась самая известная на сегодняшний момент Татра Т-815. Это еще опытный экземпляр с иной облицовкой и фарами версии дорожного тягача во время испытаний на Дмитровском полигоне. Новое семейство сохранило все отличия классических предков, но получило более современные дизели V8, V10 и V12 и широкую просторную кабину. Интересно, а на улицах какого советского города, а позже и города СНГ нельзя было встретить знаменитых косолапых самосвалов? А ковш я окрашу в темно-коричневый цвет, он как бы ржавый, что ли, будет. Это будет заготовкой к последующему везерингу. И я снова наношу сколы. В 90-е множество перешедших в частные руки татар переделывалось и околхоживалось. И вот пример сидельного тягача из обычного самосвала, и передний свес здесь короткий. А это наоборот, серийная машина, встречающаяся у нас в небольших количествах. Татра Т-815 ТР имела необычную расстановку мостов, двойную кабину на 8 мест и полную массу автопоезда до 96 тонн. А самый, пожалуй, необычный тягач Татра в России – это именно этот. Он был собран вручную для моторхоума гоночной команды. Когда она обанкротилась, ее купили финские частники. Затем она попала в Питер, долго продавалась и в конце концов возила морские контейнеры. Заодно она превратилась в общежитие и утратила роскошную отделку огромной кабины, включающую тогда телевизор, микроволновку, холодильник, ну и другие навороты. Наношу декали, и их тут немного, но самое классное – это надпись Татра на мордочке грузовика, и я ее сделаю первой. С декалью модель смотрится заметно живее. Также я размещу государственные регистрационные знаки. И Татра у меня из 38-го региона, и это Иркутская область. Привет зрителям из Иркутска, если меня там кто-нибудь смотрит. А вы в своих регионах замечали подобные Татры? Я, например, видела, как именно эти экскаваторы работали на реконструкции Минского шоссе в Подмосковье. А Минское шоссе как раз ведет из Москвы в танковый музей в Кубинке. А куча видео из этого, пожалуй, самого крупного в мире военно-исторического музея вы сможете увидеть у меня на втором канале. Даша Техник. Ссылочку на него вы найдете в описании. А теперь время смывки. Смывка – это жидкая масляная краска, которая попадает в углубление и таким образом как бы автоматически рисует тени. Для красной кабины я выберу черную смывку, а для желтой надстройки коричневую. И я использую смывки от фирмы Pacific, а смываю излишки White Spirit без запаха от Major Models. В 2005 году Татра вернулась к капотной компоновке вопреки европейским тенденциям. Новая модель Т-163, 14-кубовый самосвал, был рассчитан на нашу Сибирь, и носила она собственное имя – Ямал.
А это тоже машина Т-815, но с добавкой 7 и отличается от обычной применением упрощенной кабины пониженной высоты, поскольку предназначалась она для армии, и главная задача была понизить высоту для авиатранспортировки, а также чтобы облегчить бронирование. На гражданке используется как шасси для кранов, а также для пожарных машин, а этот подъемник от Porsche техники, один из немногих в России. Тем временем 815 серия тоже модернизировалась, получив в индекс цифру 2 и добавлением TER номер 1. Помимо измененной облицовки кабины, а также интерьера, Tatra 815-2 впервые может комплектоваться не только собственным воздушным двигателем, но и покупным. В конце 2011 года появилось новое семейство Татар Т-158 «Феникс» с неожиданно знакомой кабиной. И это продукт глобализации, появившийся в результате покупки доли чехов голландской компании DAF. Машина имеет традиционную татаровскую ходовую с хребтовой рамой и независимой подвеской любого количества приводных осей, а также и голландские агрегаты, кабину и двигатель. В результате выигрывают обе стороны, а также и потребитель. И в небольших количествах «Фениксы» продаются и в России, как, например, этот сургутский самосвал. Кисточкой окрашу мелкие элементы, такие как двигатель, брызговики, штоки цилиндров и прочее. И орудую я краской от ICM. А также кисточкой я обозначу основание огней автопоезда, хотя зачем они вообще нужны экскаватору? Или я просто что-то не знаю. А дверные ручки я окрашу в алюминиевый цвет. А теперь я займусь остеклением. Стекла в кабине экскаватора большие, словно это маленький кусочек автобуса. И мне нужно зачистить детали и окрасить их в черный цвет по периметру, как бы имитируя резиновый уплотнитель.
А теперь мой любимый прием – это масляные точки. С его помощью я по-настоящему состариваю модель. Я наношу кисточкой хаотичные точки разного цвета. Главное, чтобы они были естественными – белыми, коричневыми, темно-желтыми, серыми. Яркие цвета типа голубого и красного тут будут не очень уместны. После нанесения я даю им немножко просохнуть, примерно 2-3 минуты, и потом растираю их вертикальными движениями White Spirit. Вот тут я специальной жидкостью, которая так и называется «масляные потеки» от Pacific, изображаю, собственно, и масляные потеки в тех местах, где они должны быть. И, в принципе, я довольна этой жидкостью, очень реалистично смотрится. А теперь белой сухой кистью я обозначу рельеф у модели. Краской по стеклу я окрашу задние фонари Татры. А обычным акрилом я окрашиваю поворотники, и на этой модели они почему-то сделаны из пластика и отлиты вместе с основными деталями. Попачкаю Татру пигментами. Чем больше оттенков, тем интереснее будет смотреться грязь на готовом результате. И вот моя Татра «Золотая ручка» готова. И если вы досмотрели это видео до конца, то напишите об этом в комментарии. Посмотрим, сколько нас таких. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.